Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Почему ничего не держится на истонченных ногтях? И самое главное, что с этим делать? Узнаете в данном видео. Поехали! Посмотрите на эти ногти. Кажется, вроде бы обычные, нормальные, но если присмотреться и надавить на свободный край, мы видим, насколько он гибкий и истонченный, а поверхность пластины красная. Моя модель неправильно, самостоятельно себе снимала покрытие, ну и, конечно, местами перепилила ногти пилкой. Поэтому на таких истонченных ногтях не будет держаться никакое покрытие, и наша задача подобрать тот самый действенный способ, который будет держаться. Сегодня покажу способ, который подходит 90% клиентов, а именно наращивание ногтей с применением твердого материала. В работе буду использовать не простой материал, а тот, у которого есть определенные свойства для лучшей носибельности на таких ногтях. А мы с вами подготавливаем поверхность при помощи пилки 180 на 200 грит. Буду использовать мягкую сторону для шлифовки и приподнятия чешуек. Еще одна причина, по которой плохо держится материал, это сильное перепиливание поверхности. Например, грубой пилкой. Ногти истончаются, вот как раз таки становятся такими красными, и на них ничего не держится. И еще одна причина, по которой происходят отслойки по боковым сторонам, это недошлифовывание пилочкой в этих местах. Там остается натуральный ноготь, не заматированный, гладкий, жирный, и как следствие появляются отслойки по боковым сторонам. Поэтому и в этих местах проходимся хорошо. Руки у модели сильно влажные, поэтому для того, чтобы эффективно выполнить обработку, использую маникюрный таль, который подсушивает кожу. Мы видим с вами большую белую луночку, значит, у нас нет глубокого подкутикульного кармана, и работаю очень аккуратно, взяла насадку пламя в виде торнадо, для того, чтобы она не нагревала поверхность этой влажной кожи, и аккуратненько прорабатываем птериги. Поскольку кожа влажная, мы видим очень много заусенец по боковым валикам. Плюс сама модель их расковыривает. Потому что, знаете, появился заусенчик, и, конечно, хочется как-то его оторвать, подковырнуть и так далее. Тут важно в таком случае информировать клиента, чтобы он не продолжал расковыривать эти заусенцы, а самостоятельно либо отрезал ножницами, либо кусачками, либо подпилил где-то пилочками. Когда клиент тянет заусенец, он все сильнее травмирует кожу. И затем неприятные ощущения, возможно, воспаление валика, если попадет какая-то инфекция. Шлифуем кутикулу с кругленным цилиндром и готовимся к покрытию. У меня сегодня на обзоре бренд Runail. Пришла большая посылка, в которой были две новые ультрафиолетовые лампы. Первая вот такая с подставкой прорезиненной под руку. Все как мы любим. Большое количество светодиодов ультрафиолетовых, съемное дно, автоматическое включение и циферблат. И, конечно, пониженный режим мощности. Лампа изготовлена из хорошего пластика и выглядит очень достойно. И еще одна лампа. Также 48 Вт, но для полимеризации двух рук одновременно. Тут уже сенсорное управление от нажатия, не кнопочное. Также съемное дно. Что самое интересное, она имеет безопасное розовое светоизлучение. На правой лампе у нас кнопочки располагаются со стороны мастера, а на левой лампе сверху. Поэтому, если у вас есть подставка маникюрная, то, возможно, будет не так удобно нажимать эти кнопочки. Гораздо удобнее, когда и циферблат повернут к мастеру, и кнопки с его стороны. Если посмотреть, одна лампа прямо светится розовым светом, а другая фиолетовым. Но по скорости просушки, по эффективности они равны. И вот тот самый материал, о котором я хотела вам сегодня рассказать, это новая линейка гелей Runail Expert. Они не продаются на маркетплейсах, только на официальном сайте. Вот такой каталог ждал нас внутри коробочки с полным описанием всех свойств этого материала. Гели являются адаптивными. То есть при нанесении в тонкий слой они пластичные, а если нанести уже более объемный слой, материал становится более твердым, а при наращивании экстра жестким. Это то, что нам и нужно, для того, чтобы свободный край не изгибался, а в зоне кутикулы материал был более гибким, чтобы не было отслоек. В этой серии у нас представлены пилки, кисти и эти ультрафиолетовые лампы. Коллекция состоит из 14 камуфлирующих оттенков и прозрачного. Прозрачный у нас находится в белой баночке, а камуфлирующие в бежево-розовых.
Также в этой коробочке целый набор пилочек различной абразивности, а также профессиональная двусторонняя кисть. С одной стороны овальный лепесток, который подходит для нанесения геля, а с другой стороны тонкий короткий ворс для того, чтобы разравнивать поверхность геля и прокрашивать труднодоступные участки. Материал представлен в двух объемах – 15 и 50 грамм, а оттенки на любой вкус – от молочного до розового, персикового и бежевого. Давайте посмотрим на консистенцию, а также определим пластичность. Материал имеет среднюю консистенцию, легко саморазравнивается. Его удобно использовать для укрепления натуральных ногтей и для работы в технике без поверхностного опила. Именно такую консистенцию геля я и люблю за счет того, что она быстро разравнивается и практически не нужно пилить, особенно зону около кутикулы. О, какой розовый цвет насыщенный! Но нужно учитывать, что всегда на ногтях цвет выглядит не таким насыщенным, как в баночке. А прозрачный тоже порадовал, потому что он имеет фиолетовый оттенок, а значит не будет желтить при полимеризации. Так, давайте выполним тест на определение пластичности. На полипанель наношу каплю геля и специально нанесу ее неравномерно. С левой стороны более толстый объемный слой, который мы наращиваем, а справа более тонко распределю для того, чтобы показать пластичность материала. И отправляем на 1 минуту на просушку. После этого снимаем липкий слой, даем время, чтобы материал остыл, для того, чтобы он принял все свои свойства. Затем отделяем, смотрим, насколько просох материал. И теперь пытаемся изогнуть данный квадратик. Там, где толстый слой, у нас материал не гнется, жесткий. А там, где тонко нанесен, вы видите, насколько он пластичный. Это и есть те самые нужные нам свойства для геля. Вот при сильном надавливании материал сломался, это говорит о его жесткости. И теперь мы приступаем к самому главному, к моделированию ногтей. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. Для подсушивания ногтей используем дегидратор, который уберет всю влагу, а также обязательно праймер. Праймер наношу в 3 движения на всю ногтевую пластину. Важно его правильно подобрать. Если проблемы с носибельностью, даже можно использовать кислотный праймер. Но в нашем случае более кислотная база от Гезев, она очень хорошо держится, и на себе ее применяю. Наношу плоской кисточкой, втирающими движениями и отправляем в лампу на просушку. Подготавливаем формы. Отделяю их друг от друга, вырываю серединку и примеряю к ногтевой пластине. Сейчас мы видим большие зазоры от формы до точек вроста, поэтому нам необходимо вырезать формочку по центру. Я намеренно для этой модели использую нижние формы, не верхние, не гелевые типсы, так как мне хотелось сделать поджатие ногтей, чтобы они смотрелись более узкими, а также чтобы изнанка ногтей была чистая, чтобы ее не пришлось дополнительно выпиливать. Делаем насечки по точкам вроста и устанавливаем форму под ноготь. Хорошо обжимаем, чтобы получилась трубочка и ногти были арочными. И теперь выкладываем 103-м гелем подложку тонкую сразу по форме квадрат. Гель легко раскладывается, вы видите тонкий слой, прям хорошо все ложится. А тонкой кисточкой можно подправить где-то. И отправляем в лампу на просушку. И теперь уже наносим основной моделирующий слой. Сначала промазываю ногтевую пластину для увлажнения, затем набираю каплю побольше для моделирования, ставим ее на наивысшую точку и распределяем. Сначала к кутикуле с небольшим отступом, чтобы был плавный переход от материала к кутикуле. Затем стягиваем на себя. Пальчик наклоняю слегка вниз. Гель очень быстро разравнивается, поэтому переворачиваю палец, быстро подправляю тонкой кистью и отправляю в лампу. Можно даже перед лампой еще раз перевернуть на несколько секундочек и только потом уже отправлять. В тот момент, когда клиент почувствовал тепло, можно выполнять поджатие ногтевой пластины. Для этого использую прищепочки. Устанавливаю их только на свободный край, не выше, для того, чтобы не было бокового анихолизиса, отхождения ногтя по боковым сторонам.
Наши заготовки готовы, и теперь приступаем к опилу. Выполняем форму четкий квадрат. Свободный край у нас перпендикулярен центральной оси при виде сверху. Как вы думаете, какая форма лучше подходит для данной модели? Мы выбрали квадрат. Может быть, миндаль смотрелся бы здесь лучше? Напишите свое мнение в комментариях. Зону у кутикулы практически не трогаю. Там и так хорошо выложен материал. Хочу только сгладить поверхность длинными движениями. У нас получается очень красивая натуральная арочка и тонкие торцы. Не переживайте, они будут прочными даже в такой слой. Более подробно тему моделирования мы также разбираем на нашем онлайн-курсе по наращиванию ногтей. Вот как делать такие тонкие ногти, как их укреплять. Если интересно, пишите нам в других соцсетях, и мы обязательно вам о нем расскажем. Ну а мы посчитали, что так очень скучно, поэтому решили дополнить стемпингом гусиной лапкой. И сделаем разными руки. На одной руке у нас будет черный цвет, а на другой белый. Потом тоже, пожалуйста, напишите, какой вариант дизайна вам понравился больше. Для стемпинга использую новую краску. Скоро вы сможете ее увидеть в новом ролике с обзором товаров с Wildberries. Дожидаемся высыхания и покрываем топом. Теперь осталось убрать краску на коже, но она оказалась настолько плотной, что сделать это было крайне непросто. Я уже даже пожалела, что не использовала специальный Skin Defender, который бы защитил кожу вокруг. Но в итоге мы все оттерли. И вот такой результат. Мне кажется, этот дизайн очень круто вписался в образ нашей модели. Наш результат. Что ж, пока о 100% носибельности говорить не приходится, нужно выполнить коррекцию. Хотите увидеть продолжение с этими ногтями? Ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!